Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. И, конечно, как только я поставила камеру, здесь появились различные добровольные помощники, которые передали вам привет. ¿Esto para dónde? ¿Cómo te llamas en YouTube? YouTube Julia Fiesta. Julia Julia Fiesta. Окей. Чао, guapos. Чао. Появились добровольные помощники. Итак, все сначала. Добрый день, мои дорогие друзья. Я приветствую вас из солнечной Испании. Вот вы теперь понимаете, почему я не хожу на улицу снимать видео. Потому что тут же у меня тут появляются разные добровольные помощники. В общем, начинаем сначала. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья. Но здесь у меня такой гвалт вокруг. Я не знаю, смогу ли я записать видео. В общем, мне здесь параллельно приходится еще с моими помощниками разбираться. Ну ладно. В общем, попытка снимать на натуре провалилась с треском. Носики-курносики не дали мне записать видео. Продолжаем. Прочитала на днях очередное судебное разбирательство. Сиделка обворовала клиентку с деменцией. В связи с этим возник важный вопрос, который касается каждого из нас. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Начнем с судебного разбирательства. Расскажу вкратце, чтобы потом перейти к основной теме. Ситуация обычная. Почти 90-летняя старушка живет одна, здоровье сильно не очень, деменция, плохо видит, плохо слышит, плохо ходит, но банковская карта работает отлично. К ней 2-3 раза в неделю приходила очень услужливая помощница по дому от муниципалитета. Буду называть ее просто сиделкой для простоты повествования. Сиделка очень услужливая. Чем помочь, что купить, лекарства, еду, для вас все что угодно. Дело завертелось, когда бабуля позвонила своей старой подруге и попросила разобраться с непонятными расходами, которые она увидела в банковской выписке. Подруга посмотрела выписку и схватилась за голову. Шопинг уровня принцессы Монако. Похоже на мошенничество. Подруга звонит сиделке. Та приходит в ужас и всплескивает руками. «Боже ж мой, кошмар, кошмар, держи вора! Я прямо сейчас немедленно иду в полицию писать заявление». И исчезает быстрее, чем Престо в полете шмеля римского-корсакова. В общем, выяснилось, сиделка пользовалась банковской картой клиентки как своей. За полгода она сняла 22 тысячи евро наличными и сделала покупок по карте на 46 тысяч евро. Сиделка оказалась мошенницей и лудоманкой. Еще примечательный момент. Сиделка познакомилась с жертвой, когда приходила к ней помощницей от муниципалитета. Потом сиделка увидела, так сказать, большие возможности и от имени жертвы разорвала сначала договор с муниципалитетом и стала шефствовать в частном порядке. Суд отправил ее за решетку на 1 год и 7 месяцев, но апелляционный суд, самый гуманный суд в мире, смягчил наказание, ограничив его 6 месяцами тюрьмы. На момент преступления у пострадавшей не было опекуна, хотя на основании состояния ее здоровья врач рекомендовал назначить ей опекуна. Но опекунство назначает суд, и это, наверное, тоже занимает время. Просто по справке от врача к чужим деньгам не дотянешься. К чему я клоню? Если бы пострадавшая вовремя, будучи еще в добром здравии, оформила доверенность на сына, например, то ее бы не обобрала проходимка. И такую доверенность на управление своими делами Эдон Валванта Валтуутуш есть смысл сделать каждому совершеннолетнему. Зачем? Мы не знаем своего будущего. Точно известно лишь то, что все помрем, и что жизнь штука непредсказуемая.
Всякое может случиться. И не дай бог, конечно, но может возникнуть момент, когда нам понадобится доверенное лицо, чтобы управлять нашими делами. Простой пример. Ехал по трассе, слушал музыку, все классно, замечательно, и вдруг бац, авария, больница. Делами заниматься не в состоянии, а счета накапливаются. Налоговая уже письма счастья шлет, требует недоимку уплатить. Или другой сценарий. Кто-то из престарелых родителей, страдающих нарушением памяти, звонит: не могу войти в интернет-банк, кнопки все пропали. А на деле просто забыл пароль. И не только пароль, он даже название банка не помнит. И зачем в банк собирался, запамятовал. До сих пор бытует заблуждение, что ближайшие родственники, например, супруг или взрослые дети, автоматически могут заниматься делами недееспособного члена семьи. Это не так. В Финляндии все четко. Пока вы сами не дадите кому-то право управлять вашими делами, никто просто так заняться ими не может. Вот поэтому все взрослые должны оформить доверенность на управление своими делами. Да, даже если вам только что исполнилось 18 лет. Потому что, как говорится, завтра непредсказуемое. Плясал на вечеринке, поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Тут помню, тут не помню. Оформление доверенности также поможет избежать ситуации, когда управление передается лицу, которого назначает агентство цифровых и демографических данных, либо суд. Эта доверенность вступает в силу только в случае, когда доверитель становится недееспособным. Доверенность включает в действие агентство цифровых и демографических данных, когда человек уже не может самостоятельно справляться с делами. Если вы сделали доверенность, а она никогда не пригодится, Бог дай, вы не проиграли, вы подстраховались. Тем не менее, не стоит ждать появления признаков деменции, тогда уже может быть слишком поздно. Доверенность нужно оформить, когда человек полностью дееспособен, находится в трезвом уме и ясной памяти. В некоторых случаях придется приложить к доверенности справку от врача о правоспособности доверителя. Вы решаете, кому доверяете и в каком объеме, кто будет разбираться с вашими финансами, имуществом, здоровьем и лечением. Тут важно выбрать человека, которому вы реально доверяете. Пусть это будет кто угодно. Муж, жена, брат, сват, кум, взрослые дети, да хоть сосед, если вы уверены в его моральных качествах. Доверенность можно написать в произвольной форме. Советы по составлению доверенности есть, например, на сайте suomi.fi. Некоторые организации, например, Muistiliitto, консультируют бесплатно. Доверенность на управление делами должна быть подписана также двумя незаинтересованными свидетелями. Свидетели должны знать, что речь идет о доверенности на управление делами, но их не нужно знакомить с содержанием документа. Свидетели обязательно должны быть незаинтересованными на момент подписания доверенности, иначе в час пик агентство цифровых и демографических данных ее отвергнет. Причем все родственники, ближе чем двоюродные, считаются лицами заинтересованными. Важно составить документ правильно, потому что в Финляндии бюрократия учитывает каждую запятую. Если форма не та, свидетели не те, то доверенность просто отвергнут. Извините, не пойдет, идите переделывайте. Поэтому есть смысл обратиться к юристам. Да, это стоит денег от 100 до 600 евро, но зато наверняка эта доверенность в нужный момент будет принята. Следующий момент. Сделайте несколько оригиналов доверенности, чтобы у доверенного лица тоже был свой экземпляр. Это позволит ему при необходимости быстро предоставить доверенность в агентство цифровых и демографических данных для активации полномочий. Если у вас лишь один экземпляр оригинала, то пусть он хранится в надежном месте, куда доверенное лицо может получить доступ при необходимости.
Когда человек больше не может самостоятельно заниматься своими делами, доверенное лицо получает у врача справку для подтверждения доверенности и вместе с оригиналом доверенности направляет ее в агентство цифровых и демографических данных. Только на этом этапе проверяется, правильно ли составлена доверенность. Если в документе есть формальные ошибки, например, свидетель не соответствует требованиям, то документ будет признан недействительным. И напоследок, если вы думаете, что оформить такую доверенность это сложно и долго, и может быть дорого, то представьте, что вы попали в ситуацию, где доверенность нужна, а ее нет. Вот это будет реально сложно. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть. Оформите доверенность и живите долго и счастливо, чтобы ей не пришлось воспользоваться. Если доверенность не оформлена вовремя, а человека настигла, например, деменция, то нужно оформить опекунство. Но пока вы его через суд будете оформлять, дедушку-сиделка уже может оженить и права опекунства перехватить. Я читала судебные споры об опекунстве. Пиши пропало, если квелого дедушку прихватила молодая жена. В общем, предупрежден, значит вооружен. Прежде чем проститься, несколько слов о шведах. Пару лет назад шведы выкупили в испанском городе Фуэнгирола арену для корриды и немедленно объявили, что боев больше не будет, потому что коррида не соответствует их жизненным ценностям. Шведам мой почет и уважение. Теперь любители корриды устраивают более гуманные бои. Приглашаю вас посмотреть на этот вариант корриды. На этом прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока! La que domina más y la que se tolera frente más bien. Muy importante, sí, también. Pues fundamental. Lo que más tiempo hay que echar, más tiene que echarla todo, ¿no? Porque al final esto es mucho